Всем привет! На связи Кеша Фильм. И хочу похвастаться тем, что мне пришла посылка от Running with Scissors. Ну и что тут такого, да, казалось бы. Ну, вам, наверное, тоже она приходила. Тоже, наверное, покупали с местного магазина Running with Scissors что-нибудь для себя. Ну, тут, конечно, есть два нюанса. Первый заключается в том, что эта посылка мне пришла абсолютно бесплатно. И вторая, то, что эту посылку я ждал практически 7 лет. Как так получилось? Сейчас расскажу. История, конечно, интересная. Где-то примерно в 2014 году, то ли в апреле, то ли в мае, на форуме Running with Scissors, черт возьми, как я скучаю по этому форуму. Это такое прекрасное место было, честно. Да. F, как говорится. Postal 4? Собственно, Running with Scissors на этом форуме запустили конкурс. Был он посвящен фанатскому творчеству. Будь то арты, видео, даже песни, если уж очень сильно захочется. Хотя, по-моему, я ошибаюсь. Скорее всего, именно было посвящено только артам и видео. Конечно же, были призовые места. Целых 3. Возможно, даже призы зрительских симпатий. Точно не помню, конечно. Уж прошло-то почти 7 лет. Да и скажу вам так, что я вообще ни на что не надеялся, что из этого может что-то получиться. Я просто предложил видео. То есть, вот, пожалуйста, вот мое entry, скажем так. То есть, да, я предложил им свою Machinima The Postal Dude Stories. Как я уже сказал, вообще ни на что не рассчитывал. Просто вбросил. Проходит, по-моему, неделя. Ну или сколько там дней, я точно не помню, когда этот конкурс все-таки закончился. Мне пишет Антон, также известный как Амод. Привет тебе. Вот. И сообщает о том, что чувак, ты 2-е место выиграл. Я такой... Неплохо, неплохо. Повезло, скажем так. Вот. И буквально погодя несколько времени со мной связывается кто-то из Running with Scissors. Да, именно кто-то, потому что там на форуме был конкретно отдельный аккаунт для Running with Scissors. Хотя, возможно, даже, что это был топ-лоудер. Да, очень возможно, что это был он. Сейчас я все это не вспомню. Веб-архив, он может только, вот то, что я сейчас вам показываю на экране, может только показать, соответственно, главные страницы. Я уже никак не смогу зайти в личку там посмотреть, потому что форум, он все, мертв. Вот. Соответственно, ну, давайте предположим, что все-таки это был топ-лоудер. Он со мной связался и попросил меня адрес, размер футболки и на каком носителе я хочу получить фильм. Да, кстати, напоминаю что призы были футболка Running with Scissors. Ну, новое издание, конечно же, не старое. Вот. Postal Fuge Pack и Postal The Movie, то бишь фильм. И да, топ-лоудер у меня спросил, какой размер футболки и на каком носителе, DVD или Blu-ray. Ну, скажу вам честно. Вот просто я вот сейчас это скажу, чтобы вы обязательно это запомнили. В 2014 году я был такой человек, который никогда ничего за рубежом онлайн не заказывал. То есть, да, для меня это, можно сказать, было в новинку. И я сообщил топ-лоудеру свой адрес, написав его на русском. Ну, вроде бы ничего такого, да? Казалось бы, вот что-то такого, чтобы написать свой адрес русскими буквами. То есть, как есть, как я, например, пишу там, в письмах, посылках и так далее. Ведь есть же сервисы, которые переводят русский в латиницу. Все же есть, да? Так что, вот, по крайней мере, я думал, что все есть. Только пользуйся. Хорошо. Я все указал адрес и ждал, когда мне это все придет. Долго так ждал. Возможно, где-то месяц уже точно прошел. И я пишу топ-лоудеру о том, что посылка мне не пришла. Что делать?
Я точно, конечно, не вспомню, что он мне об этом писал, но, конечно же, порекомендовал подождать еще. Я ждал. Я очень сильно ждал, потому что, вот вы знаете, особенно мне эту посылку хотелось получить потому, что она бы меня очень здорово бы вдохновила на то, чтобы сделать продолжение The Postal Dude Stories, то есть вторник. Да. Честно, оно бы меня очень здорово вдохновило бы тогда. И я ждал. Да, я ждал. Но мне ничего не приходило. Ничего мне так и не пришло. Ни извещения, ни так далее. И знаете, спустя столько времени, я только начал подозревать, что мне не выдали никакого трек-номера. Да, только почему-то вот недавно до меня снизошло, что, черт возьми, ну, конечно же, не забывайте про тот момент, что тогда я был зеленый в этом плане, я ничего не знал о том, как это все работает, что еще какой-то трек-номер должен существовать. Хотя, конечно, как люди бы отслеживали посылки в таком случае? Ну, я говорю, меня это тогда не волновало. Ну, погодя еще месяц, я также пишу топ-лоудеру о том, что мне ничего не пришло. Топ-лоудер, конечно, озаботился этим. Но не смог ничего так особо порекомендовать. Что с этим делать? Стоит ли мне еще ждать? Поэтому после вот этой второй попытки я на дальнейшие попытки забил. Да, именно так. И иногда в шутку я, конечно, говорил о том, что, когда же эта посылка ко мне придет наконец-то? Там уже проходило уже и год, и 2, и 3. Но понятное дело, что ничего мне так и не пришло. И знаете, у меня всегда возникала мысль о том, что чтобы им написать об этом, рассказать про эту историю, и вот так и так у меня должен был приз, а я его не получил. И знаете, это даже может быть даже как-то подозрительно с какой-то стороны писать об этом, потому что вот они могут подумать, что мне посылка тогда пришла, а я такой сделал невинную жертву, и вот, типа она мне не пришла, вышлите мне еще. Это может быть подозрительно, вполне себе, я не отрицаю даже этого. Но, черт возьми, правда такова, что я ничего не получил, потому что если бы я получил эти призы, я бы обязательно вам дал об этом знать. Еще в 2014 году. Ну или 2015, если уж так повезло. Да. И вот только спустя 7 лет, где-то вот в феврале месяце этого года, я решил зайти на официальный сайт Running with Scissors, открыть мини-чат и спросить о том, я хотел бы узнать статус своей посылки. Отвечал мне то ли Педро, то ли Майк Джей, я точно сейчас не могу сказать, но... да, Педро меня перенаправил к Майку. Собственно, Майк у меня спрашивает, позвольте мне ваш номер отслеживания. И я говорю, что дело в том, что у меня нет номера отслеживания. Я жду посылку уже 7 лет. Да. Так, это записывается вообще. Реакция, конечно, была забавная. То есть, типа, что-то в духе, ну, это, знаете ли. И говорю, что, да, это звучит странно, но это правда. Дело в том, что я был победителем в конкурсе в 2014 году. И так вот получилось, что, да, приз мне так и не пришел. Майк долго не думал. Черт возьми, это все-таки был Педро, да, я вспомнил, потому что потом он мне скинул все-таки свое мыло. То есть он долго не думал, он сказал, напиши мне на мыло, сейчас разберемся. Ну и конечно же он попросил показать доказательства. Я вам правду скажу. Благослови Боже веб-архив. Это такой замечательный сервис, я вот просто в нем души не чаю. И конечно же веб-архив мне позволил все-таки открыть ту самую страницу с конкурсом. Точнее даже с результатами конкурса.
где было ясно видно, что да, я второй призер. Я все это заскринил и отправил Педро на мыло. И, в принципе, я получил ответ. Ответ был таков, то, что напиши мне свой адрес и размер футболки. Я даже так скажу, то, что в мыле я написал тогда, то, что да, вот все доказательства, то есть я был призером и прочее. И могу ли я получить хоть какую-нибудь компенсацию, хотя бы какую-нибудь? Я честно, я не просил даже весь приз. Не просил, то есть, я говорю, хоть какая-нибудь компенсация. А раз он спросил про размер футболки, значит, скорее всего, они вышлют футболку. И я такой подумал, ну блин, ладно, пусть хоть футболка, уже что-то, уже круто. Да. Прошло где-то примерно месяц. Мне наконец-то приходит извещение из почты, и я бегом на почту. Получаю эту самую посылочку. Ну, вроде так кажется, что чисто футболка. Так, по ощущениям. Хотя я, конечно, еще там нащупал что-то такое твердое. Я такой, ё-моё, неужели? Да ладно, серьезно? Пришел на почту. Какую почту? Тьфу, ё-моё. Пришел домой. И начал все это жадно раскрывать. Попутно, конечно же, включив камеру. Да, я, конечно же, записал анбоксинг, как же без этого. Вы его увидите в конце. Да, там есть на что посмотреть. О, моему удивлению, конечно, не было предела. Они отправили весь приз и даже больше. Даже больше. Черт возьми, я не ожидал. Я очень приятно удивлен, конечно. И скажу вам, да, 7 лет ожидания того стоили. Не буду врать. Это, знаете, это мне вспоминается история. Я не знаю, насколько она правдивая или нет. Один товарищ где-то 12 лет назад сделал предзаказ Duke Nukem Forever. И только спустя 12 лет он получил эту игру и еще какие-то ништяки, то вроде телевизора и так далее. Да, это все, конечно, не крутой там телевизор или еще что-то, но, черт возьми, для меня это вполне себе сравнимо. Это то же самое абсолютно. То есть получить действительно вот весь приз, да, который мне полагался, и даже больше. А что больше, конечно же, вы увидите в анбоксинге. Running with Scissors ребятам, Педро, Майк Джаред и, возможно, кто-то еще, кто, возможно, с этим разбирался, вам большое, громаднейшее спасибо. Так держать. И я жду Postal Brain Damage. Да. Я жду Postal Brain Damage. Да. Я его жду. Вот. Кстати, еще хочу заметить такой момент, то что когда у Running with Scissors был подкаст, я дал о себе знать в чате, и Майк Джей и компания даже немножко обсудили эту тему. И так, наверное, получается, что тогда, в 2014-м, когда мне не дали трек-номер, да, я тогда честно думал, что вся проблема в том, что я написал адрес на русском языке. Но, походу, выясняется так, то, что в 2014-м мне попросту никто ничего не отправил. Да. Я тогда, говорится, строил разные теории. Я даже мог думать, что кто-то, на почте России, увидел это, и захапал себе. Знаете, не исключено и такое. Но, да, наверное, получается так, то, что никто мне тогда ничего не отправил. И Майк Джей даже на подкасте признал, что да, типа, вот мы такие рассеянные с улицы бассейной. Вот. Так что, да, дерьмо случается. Ну и, конечно же, он пошутил по поводу того, что, возможно, это просто жизнь в России такая. Что приходится свои посылки ждать по 7, а то и, наверное, больше лет. Because we're fucking idiots and shit happens. And I cannot believe they waited 7 years to tell us. But I guess that's Russian life. Like, sometimes you wait 7 years for a product. And if it doesn't come, like, there is no statute of limitations on shipping stuff to Russia. Like, 7 years is enough time for Putin to take your package, play with your toys,
give them to Honestly, his children grow up, then he gives them to you. I'm almost at that point with a band I saw in Philly. I won a online competition to have my link of their song played the most times. Is this band, Geographer? Oh, cool. You're still pimping them even though they didn't give you what they said they would give you? Yeah. Well, I just let like them- I let Kesha them Film, know. Kesha Film is in the chat right now because we are so good to our word that we, this makes me think there was another contest we did way back, like when Postal 2 came out. So this has got to be in 03 or 04. And the winner was supposed to be flown to Tucson and have lunch with us. That Oh, 100% didn't happen because I would remember that lunch. So yeah, you can have that lunch like 7 years from now or something like that. I think 17 years might be past the statute of limitations. Oh, he can take his grandsons or something like that. it's like cicadas. They're coming back in May. It's gonna be May. Вот такие вот дела. Вам, ребят, большое спасибо, что послушали мою историю. Сейчас вы увидите анбоксинг, и я, конечно же, промолвился о том, что все это добро должно было меня вдохновить еще тогда на создание The Postal Dude Stories вторник. И скажу вам честно, я тогда начал это все делать. Еще тогда. К сожалению, так уж получилось, что, казалось бы, я сделал только одну машиниму на Гарризмоде, да? А мне уже это почему-то надоело. Да, такое, конечно, бывает. Но я тогда делал и даже что-то сделал. Я эти кадры показывал на одном из своих стримов, но, возможно, кто-то об этом не знает, а кому-то просто лень смотреть запись. Поэтому сразу после анбоксинга вы увидите те самые кадры The Postal Dude Stories вторник, которые я успел сделать. Еще раз вам, ребят, большое спасибо. На связи был Кеша Филм. В цепких лапах, как говорится, пришло наконец-то добро от своего Майка Жарета. Ну, мое имя не имеет значения. Все прекрасно знают это. Ой. Целых гребаных 7 лет я этого ждал. Кстати, я там еще что-то тверденькое такое нащупал. Может быть, это короб для футболки, а может быть, диск Postal 4. Да уж. Если там будет диск Postal 4, я его обратно им отправлю. Вместе с биде. Опа. Фу. Да ладно, Да ладно. ты прикинь. Ты прикинь. Пизда с ушами. Ура, мне прислали пизду с ушами. Нихуя себе, ты Слушай, офигеть. ну Майк Джей прям расстарался на самом деле. Ну, да. О, вот это спид. Спид для вашего А холодильника. Регрет Нассон это хорошо, Да, да, это это прям. Класс. Так. Постал, чувак. Фу, это же Гульмен-то. Да, это Гульман. Яйца. Каджонс. Каджонс. Каджинс, да. Так, Винс Дези, Chief Road Officer. Адрес, конечно же, есть, да. И Чампик. Rest in Peace. F. Пупсик. О, Ларик Краб и его компаньонша. Мгм. Ну, блин. Running with Scissors, вам надо больше Мерча с Ларри Крабом, потому что он мемный. Да, и больше уделять ему внимания. Потому что Кротчи, он как бы, это Кротчи, конечно, но Ларри Краб, он был прям Ну, за месяц. у Майка Джея, конечно же, визитка покруче-то выглядит. Вот, пожалуйста, для сравнения. Это ух. Прям топчик. Это, стоп, это Postal 3? Конечно. Да. Ну да. У Майк Джея, кстати, аватарка стоит. Ну окей. Блин, ну офигеть. Я, конечно, предполагал, что все Вот вот это охуенно. Да. Я предполагал, что весь приз будет, ну, предполагал, но думал, что все-таки Бонус.
Ну да. Postal 2 в комплекте. Конечно. Слушай, аж распаковывать не хочется. Ну, unrated, то есть, как говорится, все не зацензурено. Офигеть, офигеть, вот это да. Подписан. Слушай, качество коробки такое классное. Да, тут Уже прям прям все это. Вот, даже на свету, чтобы было видно. Мгм. Прям вау. Это прям вау. Ну, блин, Почта России, спасибо тебе, что хоть все дошло. Мгм. Нормально. Фьюдж пак без коробочки, но зато... Блин, я думал, их перестали выпускать-то, А ё-моё. ты посмотри, в каком году оно сделано. Там вроде А есть ка- а внизу как? на блистере. М, Не на блистере, я имею в виду, на суперобложке. Сейчас Да, забей, 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 забей. 2006 год. Ну да. Да, Фьюдж пак, блин, это прям... Это вот реально золотая коллекция. Ну, коричневая, конечно же, но для меня все-таки золотая, это ж ё-моё. Wars Game Edition. Потому что... Я, конечно, понимаю, сейчас Postal 4, ну, с его физической копией практически та же история. Они больше там высмеивают забагованность Мгм. своей игры. Ну вот. Но я говорю, вам ничего не стоит сделать трейлер, вот как вот тот самый Postal 4 True трейлер. Пустал. Ну, я говорю, а фанаты оценят ваш юмор. Фанаты оценят то, что вы можете смеяться над своей игрой. Настолько. А то делать вот эти крутые трейлеры, ну это... О, ну конечно же, тоже, о чем я мечтал. По-моему, она маловато. Нет, Нет, он как раз на нормально? меня. А, как Ты раз. что, это S размер не китайский, а это Точно. Postal Worst Game Ever тоже. Блин, сколько лет этой футболки? Да почему ты думаешь, он старый? Как-то потертая, что ли? Next level. Ну, потертый или нет, это только дает, как говорится, шарму. Ой. Ну, в любом случае у меня будет, как говорится, отдельная история, как говорится, с рассказом всего этого добра, поэтому я в ней буду обязательно сидеть. Мгм. А, да, конечно же, рукавчик. Running with Scissors существует с 96-го года. На этом рукаве ничего нет. О, так, ну и что-то там еще осталось. Да, да. Масочка. О, С яйцами. Скротч. Да. Слушай, это круто. Да. Я в такой ходить буду. Да. Не, ну это прям, это прикольно. Да. Причем она, смотрю, не просто именно вот сделана. Мгм. Двухслойная. Двуслойная, типа, Мгм. да. Фу, блин, ну это, конечно, Всё, да? слушай, да, ну Слушай, 7 лет ожидания того Ожидали стоили. меньшего, на самом деле. Причем это еще ценнее за счет того, что ему 7 Мгм. лет, считай, да? Да. Ну, блин, я говорю, оно того стоило. Фух, ну, с анбоксингом все. Да. Отдельные благодарности будут, как говорится, в истории. Left. Up. I'm heated up. Ass. Fuck. What fucking moron designed this? What? No. Wait. Okay. Ready? Go.